Добрейшего всем времени суток, друзья! Тетива натянута, наконечники стрел заточены, лучники королевства готовы в очередной раз защитить границы Линерии от нашествия врагов. Как вы уже догадались, сегодня я буду проходить первую часть игры Kingdom Rush только лучниками. Правда, с одним небольшим дополнением. Играть я буду в Kingdom Rush Reborn мод, за создание которого в очередной раз хотел бы поблагодарить Макса Спрингера и всех ребят, приложивших руку к созданию данного мода. И мини-компании «Яростное нападение». Парни, самый нижайший вам поклон от меня. Да чего скрывать, я даже купил стимовскую версию игры ради того, чтобы насладиться всеми возможностями мода. И заметьте, решил не злоупотреблять своим служебным положением, статусом креатора игровой студии, вымаливая ключ у администрации на игру, а взял и купил за деньги, собранные участниками якобы лиги, коим и сам являюсь, на чемпионат Косола по Фронтирсу. Блин, может поэтому финал чемпионата на момент записи этого видео так еще и не вышел. Короче, никому не говорите, это секрет. Так, ладно, возвращаемся к нашим песикам. Новая игра, сложность ветеран, баланс, ребаланс. Пару слов об особенностях игры и самого мода. Помимо стандартных базовых башен лучников, у нас будет возможность использовать башни этого же типа из других частей Фронтирса, Ориджинса и Веджинса. Скажите, круто. Имеется магазин, где за алмазики можно прикупить всякие интересные интересности. От дополнительных жизней до бамбушки-толстушки, оружия массового поражения. Алмазики, кстати, внутренняя игровая валюта, которые мы получаем за прохождение этапов. Есть зал героев, но в отличие от остальных частей, первый герой нам выдается аж на 4 уровне. При этом выбор использовать героя или нет нам доступен всегда, намекая на то, что игру можно пройти и без героя. Но я не сторонник такого варианта игры, поэтому своих геройчиков буду юзать по полной программе. Еще одно отличие от того же Веджинса и Альянса — это древо улучшений, где можно качать отдельный тип башен. В моем случае лучников за звезды, полученные за прохождение уровней. Поэтому 3 звезды за победу у меня в приоритете. И слава богам, в отличие от Альянса, в нашем распоряжении есть полноценная энциклопедия башен и всех врагов с их описанием, тактико-техническими характеристиками, сильными и слабыми сторонами. А это нифига себе какой бонус в моей сегодняшней авантюре. Первый этап под названием Южный порт имеет небольшие размеры и представлен всего одной извилистой дорожкой с множеством точек для постройки башен. В моем распоряжении только лишь башни лучников 1 уровня. Разнообразие запредельное, хотя разница есть в радиусе атаки и размере урона, а в дальнейшем еще и стоимости постройки базовой башни. Первые, кого мы встречаем, это мелкие и злобные гоблины, основа армии Темного Лорда Везнана, которые имеют 24 хп и урон в размере 1.4. На 3-й волне мне стает доступным вызов подкрепления, а на последней 7-й волне еще один навык — огненный дождь. На 5-й волне нам представлен еще один зеленокожий враг — орк, имеющий 96 единиц здоровья, урон в размере 4.8 и слабую физическую броню. Одним словом, ничего особенного. 3 звезды, ветеран с первой попытки. Данный этап вместе с подписчиками мы определили в категорию D. Буду вести тир-лист уровней. Полное видео по этому разбору можете глянуть у меня на канале. Ссылочку оставлю в описании. За полученные звезды я прокачал утилизацию, что увеличило на 10% дальность атаки лучников Фронтирса и повысило урон на 5% лучникам Ориджинса. А еще вкачал зоркий глаз, что повысило дальность на 10% классическим лучникам и лучникам Ориджинса. Но главное, снизила стоимость базовых лучников Фронтирса на 10 золотишко, а при моем стартовом бюджете это охренеть как много. Основная сложность первых этапов — это не враги, а их количество и скорость, так как башни на старте сырые и используя один тип башен. Наглядно это продемонстрировал второй этап под названием Пригород, который также представлен одной извилистой тропинкой, и при этом карта имеет небольшие размеры, что без должной задержки создает быстрым врагам идеальные условия пересечь финишную черту.
В моем распоряжении башни лучника второго уровня с практически одинаковым уроном, но меньшей стоимостью у лучников Фронтирса. Именно их я и беру в приоритет. Надавав на старте гоблинам и оркам по их зеленым жопам, на 4-й волне из-за угла выбежал новый враг – Вульф, имеющий 42 единицы здоровья и урон в размере 1,3, а еще обладающий высокой скоростью, что позволяло ему иногда уворачиваться от стрел. Небольшую сложность в прохождении вызывали большие отряды врагов, душили количеством. Ну и конечно же финальное испытание на 7-й волне, когда дерзко побежали вульфы и массово потопали орки вперемешку с гоблинами. Перестроив слегка башни, я без особых проблем и сложностей прошел этап на 3 звезды ветеран с первой попытки. Пригород совсем на чуток сложнее предыдущего уровня. По тир-листу он расположился в категории D. За полученные звезды я вкачал проникающий урон, что неплохо, особенно против врагов с броней. А также прокачал дальний прицел, что не только увеличило дальность классическим лучникам и лучникам Фронтирса, а и на 10% увеличило урон последним. К тому же усилило на 10% способности лучникам Ориджинса и на 15% дешевле стали способности лучников Веджинса. Третий этап под названием Пограс представляет собой две параллельных тропинки с местом пересечения в центральной части. Карта довольно большая, что делает ее максимально удобной в плане постройки и обороны позиций. В моем распоряжении все те же лучники второго уровня и все та же беда с количеством золота на старте этапа. Аж целых 300 золотых. Какое-то нищее королевство получается. Но на самом деле и это не было какой-то особой проблемой, ведь над балансом работали умные ребята. Первые 6 волн я красивенько разминался на гоблинах и орках, что позволило довольно неплохо отстроиться. А на 7-й волне я познакомился с новым врагом, шаманом, дикарем-целителем, обладающим 120 хп, уроном 3-5 с очень высоким сопротивлением магии. Но главная особенность шамана – он лечит союзников. И вот с этим надо считаться. Но опять-таки размеры карты огромные, скорость врагов средняя, а количество шаманов не настолько велико, чтобы спасти от гибели всех зеленомордых. Игра на полуспущенных, лениво кликая мышкой. На 10-й волне мы встречаем первого танка игры, крупного и уродливого огра, имеющего 960 здоровья, довольно внушительный урон в размере 40-60 единиц, но без какой-либо брони. По итогу 3 звезды ветеран с первой попытки. Уровень определили в категорию С нашего тир-листа. За свои старания я смог прокачать последнее улучшение башен под названием Точность, что для классической башни дало 10% шанс нанести двойной урон, лучникам Фронтирса 10% шанс произвести двойной выстрел, у лучников Ориджинса 15% шанс вызвать кровотечение на 3 секунды, а лучникам Веджинса повысить урон на 10%. Ну я прям настоящий монстр. Ко всему прочему, мне открылся первый герой в зале славы, сэр Геральт, которого я сразу же снарядил на прохождение следующего этапа. А следующий у нас это берега Двуречья. Карта, представляющая собой кольцевую дорогу с одним входом и одним выходом, а также протекающей посередине речушкой. Одним из условий успешного прохождения этого этапа, тем ресурсом, что у меня имеется, является задача отделить шаманов от остальных врагов, так как их способность исцелять может стать катастрофической и стоить мне 3 звезд. На этом этапе мне доступны башни 3-го уровня, а также, внимание, форт арбалетчиков и волшебные лучники. А еще сэр Геральт и целый мешочек золота, аж почти в 2 раза больше, чем на прошлом левеле. Со старта меня начинают засыпать спамом гоблинов, орков, всем тем мясом, которого не жалко. А на 6-й волне мне представили разбойников, быстрых и ловких врагов, которые имеют 84 единицы здоровья и значительный урон в размере 20-30 единиц. А еще уворачиваются в ближнем бою. На 9-й волне добавляются огры и все те же шаманы, о чем я говорил в начале. И тут возникают небольшие трудности. На 11-й волне к ним присоединяется новый бронированный преступник, налетчик, имеющий 192 единицы хп, урон 6-10 и среднюю физическую броню. Не слабо так. Сменив тактику и начав уничтожать шаманов метеоритным дождем, а остальных врагов лучниками и героем, я без проблем прошел левел на 3 звезды ветеран с первой попытки. Сам уровень я и подписчики определили в категорию С, что, как по мне, справедливо.
Полученными 3 звездами я накормил подкрепление, добавив им чуток здоровья и урона. Следующий этап под названием Сребролесье представляет собой живописную полянку среди дремучего леса. Карта средних размеров, имеет 2 зоны спавна врагов и 1 точку с флажками. Также есть уровневая башня, зал эльфов, которую я использовать не буду. Мест для постройки башен достаточно, лишь бы золотишка хватало. Мне доступны башня лучников 3 уровня, форт арбалетчиков и волшебные лучники, а также новые игрушки в виде лучников легиона, пиратской сторожевой башни и лучники теней. Из героев сэр Геральт. Для себя я выбрал агрессивный тип защиты, выстроив оборону у самого выхода врагов, а не в тылу возле флажков. И даже если кто прорывался, их добивала выданная мне на шару башня лучников 3 уровня. 3-я волна знакомит меня с огромными пауками, которые имеют 72 единицы здоровья, 10-18 урон, хорошую магическую броню и обладают высокой скоростью. Мерзкие твари. На 5-й волне я получаю доступ к еще одной башне лучников 4 уровня, а именно Лесное Братство. Прекраснейший подарок судьбы на этой локации. А точнее, гнев леса, способность башни сковывать врагов шипастыми корнями. Особенно полезно против паучьих матриархов, которые имеют 300 единиц здоровья и урон в размере 15-25 единиц. Немало так, обладают хорошей магической броней, но главное, создают маленьких, шустреньких и вредных паучков, стремящихся загадить все прохождение. На 8-й волне появляются варги, быстрые и коварные звери, имеющие 144 здоровья, 12-18 урон, среднюю магическую броню и очень высокую скорость. А еще могут уклониться от ближних атак. Несмотря на то, что врагов на этой карте безумно много, постоянно чувствуется денежный голод. В 14-й волне мне удалось вкачать лишь 2 башни Лесного Братства, и я решил испытать судьбу, построив пиратский пост. Стоит недорого, но имеет хорошие способки, например, попугай-бомбардировщик. На последней 15-й волне появляются мародеры, могучие и хорошо вооруженные бойцы, которые имеют 721 здоровья, урон 16-24 и среднюю физическую броню, но не обладают высокой скоростью. Это позволило мне перенести башни ближе к флажкам и добить противников. Победа 3 звезды, сложность ветеран с 1-й попытки. Сам этап довольно интересен и коварен, множество врагов, быстрых и крепких, поэтому левел определили в категорию Б. За полученные звезды я прокачал небо в огне и выжженную землю, усилив тем самым огненный дождь. А еще мне выдалась новая героиня, Алерия Стреловей, которую я сразу же снарядил на прохождение следующего этапа. А на очереди финальная локация живописных земель Линерии и первый босс-файт у ворот цитадели. А еще это уровень со звездочкой, проходить буду челленджем, предложенным моим подписчикам Люцерной. Таких звездных уровней будет несколько. Условия мне максимально подходящие. Герой Алерия, количество звезд 15, башня Лесное Братство, максимум 6 башен одновременно. Сложность ветеран. Заинтриговал? Тогда приступим. Карта довольно большая и удобная. 3 зоны выхода врагов, 1 точка для защиты, мест для постройки башен завались. А еще есть, как сказал бы Косол, бронированные мальчики, которых отправить в отпуск или продать я не могу. Поэтому будут со мной тут держать оборону. Первые 2 волны были разминкой, а на 3-й появляются темные рыцари, новый враг, обладающий низкой скоростью, но мощной защитой, имеющие 360 здоровья и 15-25 единиц урона. И вот если с этими могучими воинами паладины еще справятся, то с лучниками теней этот номер, увы, не пройдет. Без шансов для моих доблестных воинов. И даже Алерия со своей дикой кошкой нервно курит в сторонке, находясь вблизи от этих метких стрелков. Лучники теней имеют 216 здоровья, 10-20 урон и слабую магическую броню. Они быстрые и ловкие, жуткий враг. Ах да, чуть не забыл, на 5-й волне были еще горгулии, обладающие здоровьем в размере 108 единиц. И на этом все. Отличный враг для фарма денег.
Справившись с горем пополам со всеми 17 волнами, на горизонте показался Джаггернаут. Сильный и могучий робот, обладающий 12 тысячами здоровья, уроном в размере 150-250 единиц, но не имеющий никакой брони. Немного побегав Алерией и постреляв по пузу Джаггернауту, мне удается сокрушить этого прекраснейшего, самого первого и мною уважаемого босса. 3 звезды, ветеран с первой попытки. Уровень сообщества определило в категорию А я за полученные 3 звезды прокачал пехотинцем и, одевший теплые валенки, отправился в гости к троллям. Гулкие рудники. Этап также со звездочкой от Люцерны. Очередной вызов от гения-выдумщика адских испытаний. Что предлагает? Пройти этап, используя только лишь башню мушкетеров. Как раз открывается на этом уровне, в количестве не больше 4. Героя Болина таков отсутствует. Будет Алерия. Количество звезд 18. Как раз все, что у меня есть. Что сказать? Уровень безумно легкий. Мы с подписчиками определили его в категорию С. Строиться я решил сразу у зоны спавна врагов. До 6 волны на меня двигала всякая шпана, что позволило прилично укрепиться и даже возвести первую башню мушкетеров. На 6 волне впервые показался тролль обыкновенный, который имеет 336 хп и 20-40 урон. В целом ничего серьезного. Вслед за троллями на 8 волне побежали зимние волки. Угроза посолиднее, так как имеют 420 здоровья, урон 20-40 единиц, среднюю магическую броню и могут увернуться в ближнем бою. Но опять-таки ничего серьезного. Потом были толпы мародеров, лучников теней и темных рыцарей. А еще была огромная стая горгулей. Засрали мне всю карту своим пометом. А потом неожиданно уровень закончился. 3 звезды, ветеран, использовал всего 3 башни мушкетеров с первой попытки. Открыл 2 новых героев, Малика и Болина, снарядив последнего на следующий этап. Полученные звезды сразу же спустил на улучшение подкрепления и, не дожидаясь тепла, продолжил свой путь, отправившись к переходу ледяных ветров. На этом этапе мне стали доступны метатели топоров, золотые луки и пещерные гоблины. И вот тут-то я решил себя не сдерживать и не ограничиваться в имеющемся ресурсе башен. Сперва построил лесных братьев и поработал над своей арахнофобией. Потом возвел форт арбалетчиков и пострелял в горгулей. На 6 волне свою шевелюру показали тролли-чемпионы, имеющие дальнюю атаку, способность к регенерации, у которых 720 здоровья и 30-50 урон. Очень неприятные вонючки. Поэтому я решил, что мне нужны мушкетеры и прикупил себе эту башенку. На 10 волне пошли в бой танки в виде йетти, бьющие по площади, имеющие очень высокое здоровье в размере 2400 единиц и урон 50-150. После чего посыпали темные рыцари, и я решил взять помощь волшебных лучников. К тому же на 13 волне с концертом вышел вождь троллей, имеющий способность к быстрой регенерации, приводящий в ярость других троллей, обладающий уроном 10-30 и здоровьем в размере 1440 единиц. Дабы придать экзотике прохождению, я построил пиратский пост и под конец установил метателей топоров. Так сказать, добавил пикантности этому блюду из троллятины. По итогу 3 звезды, ветеран с первой попытки. Уровень с подписчиками определили в категорию Б. За свои старания мне открылся доступ к Магнусу, и я прокачал огненный дождь. И вот, полной уверенности, натянув 2 подштанников и трусы с подогревом, я отправился в храм Гроз, где меня уже ждал голодный и вечно недовольный жизнью Гарри. На этом уровне мне открылась очередная башня стрелков, на этот раз из Ведженса, костлявые метатели. Выставив по центру лесное братство в качестве дозорных и пару лучников на фланге, я был готов держать оборону. И до 9 волны я с этой задачей справлялся без каких-либо особых трудностей, пока на горизонте весь такой модный на брендах не засверкал темный истребитель, обладающий очень мощной защитой, имеющий в своем активе 1440 хп и урон в размере 24,76. И тут я вдруг вспомнил про волшебных лучников, которых я так еще и не призвал на поле боя. И вот пока я чухал репу, думая, как можно было так обосраться с выстраиванием обороны, не имея магического урона, зазвучала воздушная тревога, и на меня полетел новый враг. Всадник на ракете.
И все бы ничего, если бы этот засранец не ускорялся при получении первоначального урона, и если бы мое подкрепление имело в активе копья, а не водяные пистолетики. По итогу минус 2 жизни и повышенный риск лишиться 3 звезд. Проведя работу над ошибками, уже к 16 волне я закрыл основные дыры в обороне и был готов к очередной встрече с этими летающими чертями, не дав шанса даже приблизиться к моим флажкам. Погладив от души на 18 волне милашных и пушистых беленьких йети, я был готов к финальному босс-файту. И когда вышел Гарри из своего чулана, все, что ему оставалось, это кричать, рычать и в конвульсиях бить руками о землю, пытаясь всячески заморозить мои башенки. Но в итоге от него остались одни рожки до ножки. Победа 3 звезды, ветеран с первой попытки. Сам уровень подписчики отнесли в категорию А. За полученный приз я вкачал легионеров. Надо же беречь здоровье своих воинов. Тем более, что дальше у нас мрачные земли Валардула, проклятые и богом забытые пустоши. Ко всему прочему, именно в пустошах меня встречает очередной челлендж от Люцерны. Задачка со звездочкой – пройти этап Алерии при поддержке только лишь лесных братьев в количестве 6 башен и 27 звездами улучшения. А у меня больше и нет. Стартовых монеток мне хватило лишь на одну такую башню. Но это вроде и отлично, если учитывать, что карта довольно большая. Вот только в левой верхней части карты расположилось небольшое кладбище, откуда спавнятся скелеты каждого поверженного мною врага. А они так-то тоже имеют нормально хп, физброню и немалый урон. Поигравшись с разбойниками, налетчиками, вульфами, варгами, постреляв гаргулей на 5 волне, впервые появляется демоническое отродье. Враг, который имеет 300 хп, урон 10-30 единиц и среднюю магическую броню. А на 9 волне к ним присоединяется владыка демонов, имеющий аж 1200 здоровья, урон 15-75 и среднюю магическую броню. Благо, к этому моменту у меня было уже аж 2 башни лесного братства. И сразу же на 10 волне побежала адская гончая, обладающая огромнейшей скоростью, здоровьем 420 единиц и уроном в размере 20-40 при средней магической броне. Но самое вкусное ожидало меня на 19 волне, уже у самой финишной черты. Даже имея 6 вкачанных башен лесного братства, я испытывал лютое давление с обоих флангов. С одной стороны меня штурмовали бандиты, налетчики, темные рыцари во главе с темным истребителем. А с другой стороны меня пытались продавить костлявые танцоры, демонические отродья и этот вечно колдующий владыка демонов. Благодаря молитве, Святому Духу и Ангелу-Хранителю мне удалось отбить это наступление, пропустив всего лишь одного врага. По итогу 3 звезды, ветеран с первой попытки. Уровень был оценен категорией B. За мои старания меня наградили новым героем, Игнусом, которого я сразу же приготовил к следующему испытанию, а звезды потратил на огненный дождь. Долина проклятых. Моя следующая остановка. Чем-то напоминает этап берега двуречья. Похожая структура, места для постройки башен по периметру, только тут 2 точки спавна врагов, а посерединке хитрый спящий вулкан. Выстроив оборону, принялся мочить врагов. Особо хорошо в этом деле был Игнус. На 3 волне полетели бесенки, еще одни дерзкие летуны. А на 8 волне я встретился с одним из самых неприятных и мрачных врагов моего пути – некромантом, который имеет дальнюю атаку, к тому же призывает себе на помощь нежить в неограниченном количестве. И если это не пресечь изначально, последствия могут быть печальными. А на 11 волне вдруг, откуда ни возьмись, а точнее с того самого спящего вулкана, словно по волшебству из огня и камня собрался вулканический элементаль, имеющий 3000 здоровья и урон по площади в размере 50-150 единиц. В целом, на этом сюрпризы и закончились. Я спокойненько доиграл этот уровень до победного завершения, пощелкав красивенько на последней волне все тех же вулканических элементалей и получил 3 звезды на ветеране с первой попытки. Сам уровень мы с подписчиками определили в категорию Б. После этого мне стали доступны все герои, а также я качнул метеоритный дождь.
И тут произошло неожиданное. Король Динас решил лично возглавить финальный поход на Мрачную башню. Собрав все свое войско лучников и со словами «За короля», армия Линерии отправилась штурмовать владения Косола. Но и Везнан не собирался так легко сдаваться без боя. Буквально с первой же волны на меня помчали демонические отродья, адские гончие, некроманты, бесенки и горгульи. А с шестой волны так вообще началась настоящая дискотека. И тогда вот я и ощутил в полной мере все великодушие и гостеприимство Везнана. Эх, а я-то думал, что после всех тех моих побед над ним мы стали друзьями. Справившись с навалой врагов, сохранив мои флажки неприкосновенными, без каких-либо особых трудностей, пройдя 14-ю и 15-ю волны, на арену вышел его величество, единственный и неповторимый темный волшебник Везнан. Он, конечно, пытался отбиваться, контратаковать, даже было разок полакомился душой короля Динаса. Но все его старания были тщетны. Темный волшебник был обречен на поражение. Так и получилось, уровень был пройден на 3 звезды, ветеран с первой попытки. Сам этап мы с подписчиками определили в категорию А. По итогу вся основная кампания была пройдена только лишь лучниками, без единого поражения с первой попытки на ветеране и всего лишь с несколькими потерянными жизнями на парочке локаций. Лично мне путешествие очень понравилось, а еще больше понравилась кампания величественных стрелков. Играть только лучниками было сплошное удовольствие. Ну а если видео соберет 1000 и больше просмотров, я обязательно сниму продолжение прохождения, но уже на элитных этапах. И там такой легкой прогулки мне точно не светит. Ну а на этом все. Я в отпуск, а вам желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.